Всем привет! Вот и настал момент, когда я записываю новое видео. На самом деле, на данный момент я нахожусь немного в замешательстве. Естественно, я ежедневно анализирую статистику своего YouTube-канала. И мало того, что более 80% не подписаны на мой канал и смотрят мои ролики на постоянной регулярной основе, так еще добавилась одна проблема. Я не знаю, что снимать дальше. Дело в том, что канал изначально задумывался как обычный развлекательный канал, связанный с IT-тематикой и немного обучающих видео. Но посмотрев на ту же статистику, я заметил, что если выпускать ролики, связанные с политикой, например, как тот, который был у меня недавно, то и количество просмотров, и количество подписчиков, естественно, намного больше. Но, с другой стороны, страдает качество аудитории. И тут YouTube стоит мне перед сложным выбором. Либо выбирать тематику, где намного больше просмотров, намного больше подписчиков, но страдает качество аудитории, либо выбирать ту сферу, где меньше просмотров, но выше качество аудитории. На двух стульях усидеть, естественно, не получится. Поэтому я пришел к выводу, что, скорее всего, я буду разбавлять подобные ролики, которые вы смотрите сейчас, новостными роликами. Естественно, преимущественно на IT-тематику. Напишите в комментариях, если вам будет интересно посмотреть новостные ролики с моим участием. Ну, либо напишите, если вам будет неинтересно посмотреть эти ролики. Это также будет мне очень важно для дальнейшего анализа. Ну, и с продолжительным вступлением предлагаю закончить. И, естественно, я хочу напомнить, что меня зовут Максим Лихачев, и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром данного ролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитию канала. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. В нем я публикую истории жизни обычного разработчика. Ну а мы начинаем. Поехали! Процесс обучения – это довольно стрессовая ситуация абсолютно для любого человека. Когда мы начинаем изучать что-либо новое, мы просто банально не знаем, в каком направлении двигаться. Потому что в большинстве случаев у нас нет структурированного плана, как дойти от точки А в точку Б и пройти весь этот тернистый путь. В преимущественном большинстве случаев в айтишники, то бишь это те люди, которые хотят войти в IT, они не знают, в каком направлении и как правильно двигаться. И естественно, что первое приходит в голову – это начать гуглить. Но все мы прекрасно знаем, что в интернете много недостоверной информации. Либо неправильно структурированный. Важно понимать, что структурированность и планомерность получаемой вами информации – это 99% успеха того, что вы станете программистом. Ведь, повторюсь, одна из самых основных проблем в обучении – это отсутствие структурированной информации. Точнее, эта информация есть, но ее довольно сложно найти среди миллиардов терабайт другой информации. Так вот, в сегодняшнем ролике я хотел бы поговорить на тему, как не потерять мотивацию при обучении и пройти весь этот тяжелый и долгий путь. Первый и самый ключевой момент, на мой взгляд, который я хотел бы выделить, это то, что нужно выбирать последовательность, а не скорость. Любой процесс обучения должен начинаться задолго до того, как вы начинаете что-либо учить. Звучит довольно странно, но так оно и есть. Хорошей практикой во многих странах является сбор информации перед тем, как вы начинаете что-либо учить. Самый банальный пример из жизни, с которым, скорее всего, сталкивались многие, это сборка какой-либо домашней мебели. Да, я, конечно, понимаю, что в большинстве случаев люди просто сначала начинают собирать, а если уже что-то не получается, то тогда они начинают читать инструкцию. Так вот, этот подход в корне неверный. Нужно сначала прочитать инструкцию, а потом уже начинать собирать. Абсолютно то же самое и в обучении. Сначала нужно собрать информацию, структурировать ее и после этого только начинать обучение. Также очень важным моментом является то, что нужно очень осторожно относиться к получаемой информации. Так как информации очень много, очень сложно на начальном уровне отсеивать ненужную информацию. И очень довольно просто можно столкнуться с тем, что вы выучите либо уже неактуальную информацию, либо недостоверную. На самом деле в процессе обучения я очень много раз сталкивался с подобными ситуациями. Насколько я помню, я уже рассказывал, что в IT я заходил очень долго. И основная проблема заключалась в том, что я не имел структурированного плана обучения. То есть я начинал что-то учить, думал, что ага, вот эту тему я уже проходил до этого, поэтому я ее, пожалуй, пропущу. Если что-то будет нужно, я потом вернусь и изучу. И из-за этой банальной ошибки я растягивал свой срок обучения в 2, а то и в 3 раза. Хотя лучшим решением для меня было просто обратиться к человеку, который уже находится в этой сфере и может предоставить мне структурированный план обучения. Кстати, на самом деле именно поэтому я ничего не имею против онлайн-курсов. В большинстве случаев в таких компаниях работают люди, которые умеют преподавать, что самое главное на данном этапе. И даже не столь важен опыт работы разработчиком преподавателя, как навыки умения преподавать. Следующей, но не менее важной проблемой является неправильно установленная система обучения. Относитесь реалистично к срокам обучения. И помните, что неправильно выставленные сроки – это самый худший демотиватор. Да, я понимаю, хочется как можно быстрее вкатиться. Но проблема заключается в том, как я уже говорил в первом пункте, если вы выберете скорость, а не планомерность, то, скорее всего, вы провалитесь. И либо придется начинать обучение сначала, либо вы просто забьете. В интернете, во многих рекламных объявлениях вы можете встретить такую
такую информацию, что за полгода вас переучат, и вы сможете перейти совершенно из одной сферы в другую. В большинстве случаев это не так. Да, конечно, я уверен, что и за 2 месяца люди могут вкатиться в IT и стать там, например, разработчиком и получить свой первый оффер. Но поверьте, это больше исключение из правил, чем обыденность. Стандартное время на обучение, которое человек обычно тратит при переходе из одной сферы в другую, обычно составляет не менее 9 месяцев. Я бы сказал, что даже от года. И хочу сделать очень важное замечание. В это время, которое я говорю, я включаю и процесс обучения, и поиска работы, что очень важно. Потому что выучить основы какого-либо языка программирования плюс необходимый фреймворк в этом направлении вы можете месяцев за 6. 6-8, где-то так. Но в большинстве случаев люди не учитывают то время, которое необходимо на поиск работы. И как я уже говорил раньше, вам нужно еще найти работу, а это тоже не быстрый процесс. И в большинстве случаев он занимает очень долгое время. Так вот, вернемся к срокам обучения. Необходимо постоянно держать у себя в голове, что неправильно выставленные сроки обучения – это один из самых худших демотиваторов, из-за которого очень большое количество людей не стало разработчиками. Следующий момент, из-за которого многие бросают обучение – это сложности в процессе этого обучения. Тут сразу же хочется сказать, что абсолютно любую проблему можно решить. На это только нужно то или иное время. Что-то решается за пару минут, а на что-то могут уйти дни, а то и недели. Но не стоит расстраиваться. Тут главное понимать, что вы учитесь ровно в тот момент, когда вы ошибаетесь. То есть каждый раз, когда вы наступаете на грабли, вы получаете бесценный опыт. А когда вы уже что-то делаете и у вас это получается с первого раза, значит вы пользуетесь опытом, который вы уже получили, наступая на эти самые грабли. Программирование — это такая вещь, в которой нету задач, которые невозможно решить. И абсолютно любую задачу можно решить многими способами. Следовательно, какая бы сложная задача ни была, решение у нее всегда найдется. И главное просто работать. Работать над этой задачей. Со временем вы поймете, что такие сложные задачи — это на самом деле самые интересные задачи. Программирование — это в большинстве рутинная работа, где вам нужно выполнять те или иные действия по кругу много раз. И поэтому многие программисты стараются брать задачи, которые посложнее и поинтереснее, как следствие. Потому что рутинную работу они делать уже не хотят. Да и многие, на самом деле, думаю, испытывают эмоциональное удовлетворение, когда решили ту или иную сложную задачу. Особенно с которой сидели неделю, а то и 2. Следующий момент, который поможет вам не потерять мотивацию в процессе обучения, это то, что нужно помнить о конечной цели. А конечная цель у нас практически у всех одна – это стать программистом. Для чего вы хотите стать программистом – это уже совершенно другой вопрос. Но цель у нас одна. Как я уже сказал, это только стать программистом. Кто-то идет в IT-сферу ради денег, кто-то идет ради того, что это престижно, кто-то идет туда для того, чтобы переехать в другую страну и обосноваться там. И, естественно, в преимущественном большинстве случаев люди в программировании идут для того, чтобы программировать, потому что им это просто тупо нравится. Все мы люди разные, и кому-то проще войти в IT, кому-то сложнее, у всех свои обстоятельства. Кто-то на данный момент является студентом и имеет большое количество времени и ресурсов для того, чтобы обучаться, а кто-то уже долгое время работает совершенно в другой сфере, имеет, например, семью, детей и не так много времени на обучение. И, естественно, процессы обучения у этих людей будут идти по-разному. И сроки на обучение будут, естественно, также разные. Но опять же, хочу повториться, что я являюсь приверженником того, что абсолютно любой человек может стать программистом. Тут просто вопрос мотивации. Ну а дальше вам остается только работать над собой и избавляться от мысли о том, что у вас что-либо не получится, что вам не дано и тому подобное. Всем дано, поверьте. Только нужно выделить определенное время. Вообще, если вы такой человек, который долгое время может работать на чистом энтузиазме, то в разработку вы войдете довольно быстро. Главное только намеренно не растягивать свой процесс обучения. Я знаю большое количество людей, которые начинают учиться, учатся буквально, может, месяц, может, 1,5, а то и 2 месяца, а то и даже, на самом деле, есть знакомые, которые 3 и 5 месяцев учились, и потом забрасывают. И довольно часто прослеживается тенденция того, что человек бросает свое обучение уже после того, как он уже изучил какой-либо язык программирования, какой-либо фреймворк, основы компьютер-сайенс. И остался самый последний шаг – это найти работу, найти работодателя. И вот в процессе поиска работы человек понимает, что «а я же никому не нужен». Но на самом деле это не так. Еще одним очень важным моментом является то, что вам нужно помнить, что найдется ваш работодатель, найдется тот человек, которому вы пригодитесь. Только нужно опять же время. И обычно на поиски работы уходит довольно большое количество времени, поэтому я изначально про это и сказал. Большинство людей, особенно которые прошли какие-либо курсы по программированию, уверены в том, что вот сейчас они доучатся, грубо говоря, по плану им осталось учиться 1,5 месяца, а через 1,5 месяца они сразу же устроятся на работу. Ведь им же говорили, что у них гарантированное трудоустройство, так? Но на самом деле это далеко не так. В преимущественном большинстве случаев вас просто проконсультируют, как проходить собеседование. Проведут тестовое собеседование и все. Но основная проблема будет заключаться просто банально в том, что вам не будут отвечать работодатели. И это нормально. И именно поэтому, как я уже говорил в своих роликах, вам нужно задалбывать работодателя. Звонить им, писать, а не просто нажимать кнопку отклика. Ну и на самом деле не очень хочется сильно затягивать заключение, и поэтому хочу сказать следующее.
Просто учитесь и не бросайте. Ни в коем случае не бросайте, если вы решили стать программистом. Не получается за полгода стать программистом, учитесь год. Не получается за год, учитесь 1,5, 2, 3, 5 лет. Без разницы сколько, если вы хотите стать программистом, главное идите к своей цели. Если ролик показался вам полезным, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня снимать новые ролики будет ваш лайк и подписка на канал. А если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете написать о них в комментариях. Я их постоянно читаю. Также в описании к ролику есть ссылка на мой телеграм-канал, подписавшись на который вы всегда будете в курсе последних новостей. Ну и всегда сможете задать мне вопросы в личные сообщения. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся.